Receiving incoming transmission. Всем привет, друзья! Санек на связи. Сегодня будет продолжение долгожданного для меня и, я надеюсь, для вас интервью. Часть 3. История Кевина Купера. Конечно же, поприветствуем нашего гостя. Рад видеть тебя. Да, я тоже. Ну что, приступим? Да, конечно. Погнали. Что сделал Кевин, чтобы его повысили до лейтенанта? Специфика повышения Кевина не важна. Его повышение до лейтенанта подразумевает, что у него будет немного больше обязанностей и ответственности, чем у типичных офицеров, то есть Рейнер и Кинг в организации. Таким образом, мы можем исследовать историю Кевина. Повышение – это трамплин, чтобы увидеть, какая история развернется для игрока и самого Кевина Купера. У праведников были конфликты с конфедерацией, келмарианцами, доминионом, ОЗД до вступления. Праведники полностью дистанцировались от основных тиранских группировок и создали свою собственную организацию в ряде других солнечных систем в секторе Капрулу. Как таковые, они не очень известны конфедератам, келмарианцам, доминионам, ОЗД. Я сделал это, чтобы включить праведников в оригинальную временную линию Старкрафта от Blizzard, не мешая реальной истории Старкрафта. Почему ты назвал героя Кевин Дэшоун Купер? Он главный герой компании. Я создал его имя на основе имени моего школьного друга Кевин. Обычно он был тихим, поэтому я также изобразил Кевина Купера тихим в диалогах. Что касается его фамилии Купер, то она была получена на основе шарика мороженого Баскин Роббинс. Совок на английском звучит похоже на куб, и я добавил окончание «р», чтобы сделать его реальной фамилией. Второе имя Дэшоун было пародией на американского баскетболиста. В какой временной период идет эта миссия? Может быть, до Random Mission Project? Ты прав, это происходит до RMP, и об этом свидетельствует один из брифингов миссии в RMP, Тиран 3, я полагаю. Кевин и Керри просто друзья, или между ними есть что-то большее? Они очень хорошие друзья. В диалогах компании есть тонкие намеки на то, что Керри может заинтересоваться Кевином, но обязанности на первом месте. Почему Кевина отправили под командование Дональда Кинсли? Никакого реального смысла в этом нет. Кевина могли назначить другому командиру, но я использовал Дональда Кинсли, потому что он был персонажем, о котором я впервые подумал, когда работал над кампанией в 2015-2016 годах. Пираты. Кто они и откуда они? Они подонки компании, самые худшие из худших. Они представляют никого, кроме себя, из-за своей жадности. Они выступают в качестве террористической фракции в глазах праведников. Пираты вводятся таким образом, чтобы придать чувство спокойствия, чтобы позже сражаться с протоссами и зергами, а не сразу с ними. Почему пираты построили свою базу возле штаб-квартиры Кинсли? Они сделали это, чтобы вызвать хаос, я полагаю. Пираты не слишком умны, но им нравится воровать и быть безрассудными. Почему пираты похитили медиков? Делая злые дела, ты заметишь, что на протяжении всей кампании у пиратов почти не было медиков на их стороне. Возрождение? Что ты имеешь в виду? Пираты были уничтожены когда-то, и теперь они пытаются возвратиться? Именно. Праведники уничтожили их раньше, но они снова начали появляться из ниоткуда, вызывая головную боль. В предыдущей миссии Кевин не имел блокировки. Как ты объяснишь ее появление здесь? В принципе, способность блокировки всегда у Купера была, но он не всегда использовал ее в предыдущей миссии, следовательно, как она не показана, потому что она была не нужна. Ему также не нужно было использовать на протяжении всей второй миссии, пока он не столкнулся с пиратским осадным танком. Почему пираты решили не убивать всех пленников? С точки зрения повествования, чтобы они могли использовать заключенных за выкуп, а с точки зрения геймплея, чтобы наградить игрока большим количеством юнитов. Почему КСМ не может построить командный центр? Я полагаю, что у этих КСМ нет чертежей командного центра и других построек. Если пираты хотели отомстить за депо снабжения, то почему они отправили на базу такую маленькую группу?
Пираты думали, что этого достаточно, но они недооценили руководство Кевина Купера и его правильных солдат. Откуда у пиратов призраки? Я поместил призраков в бункер, чтобы ты был вынужден использовать механических юнитов против защиты пиратов, потому что твои морпехи и огнеметчики уничтожаются призраками. В общем, пираты используют призраков-отступников для защиты и тактического нападения с применением ядерного оружия. Почему пираты установили мины только тут? Например, не на своей базе или около базы праведников? Это должно было помешать праведникам быстро маневрировать вокруг базы пиратов. К сожалению, они не думали о размещении мин более оборонительно или агрессивно. Откуда пираты знают, что Кинсли пойдет в лаборатории? У пиратов должна быть своя собственная информация. Они, вероятно, уже были рядом с комплексом и поэтому находились в состоянии повышенной готовности к любым чужакам, включая праведников. Что Керри слышала о пиратах? Должно быть, она слышала о том, как они слонялись по территории праведников и занимались темными делами. Это еще одна причина, почему мы видим ее здесь, поскольку ей было приказано следить за этими противными пиратами. Почему ты назвал героя Керриган? Ее имя было основано на Керриган. Раздели средние слоги Керриган, и ты получишь Керриган. Я сделал это, потому что если ты выберешь ее пару раз, она скажет: «Это сообщение лейтенанта Керриган». В моей голове, если ее имя отличается, но ее голосовая передача все еще говорит это, тогда она не изменилась. Поэтому я решил придерживаться имени Керриган, но с альтернативным написанием, чтобы отличить ее характер. Как ты додумался до невидимых стен? Ты мог взять естественные барьеры из редактора. Я подумал о невидимых стенах после того, как обнаружил, что естественные барьеры не будут достаточно совершенными. Я мог бы также использовать эти невидимые стены, если у игрока нет детектора. Я думаю, что это сработало достаточно прилично. Почему пираты так легко сдались? Пираты были достаточно умны, чтобы не ценить свою жизнь. Кинсли – важный человек. Почему Керри не сопровождала его с Кевином? Керри уже получила приказ от своего командира оставаться на аванпосте. Только после того, как сигнал был ясен, ей разрешили отправиться. Почему Керри сразу не идет на север? Если ты говоришь о том, почему они не атакуют сразу, это потому, что я настроил это так, чтобы они могли помочь тебе, когда ты начинаешь атаковать базу пиратов. Всегда приятно видеть, как твой союзный искусственный интеллект помогает тебе. Кто является берсерком? Берсерк по-английски означает неконтролируемый или злой. Это относится к миссии из-за того, что зерги находятся в состоянии берсерка. Почему ты назвал героя Дональд Кинсли? Дональд – это производная от президента Дональда Трампа. Кинсли был просто создан на ровном месте. Почему Кинсли один вошел в комплекс? Он думал, что сразу кого-то встретит, как только войдет внутрь, но, как показывает брифинг миссии, он ошибся. Зачем пиратам нужно было проникнуть в лабораторию? Как пираты старых времен, они пришли туда, чтобы украсть ценную информацию для своей жадности. Это в их характере. О чем здесь говорят? Зеленый контейнер, танк на английском языке, сломан. Там хранились некоторые эксперименты, но Кинсли видит, что они сломаны. Вот почему он комментирует это. О чем они говорили? Что-то очень важное, о чем я не хочу беспокоиться. Следует ожидать, что секретный, частный разговор происходил внутри. Игроку остается поразмыслить над этим. Куда пойдет Фер Рент после этой миссии? Поскольку он является героем только для этой карты, подразумевается, что он умирает, когда игрок покидает лаборатории, которые ведут к следующей миссии, ведь Рент должен стать расходным материалом. Что такое Диул? Я думаю, что это было упомянуто в StarCraft 2, Наследие пустоты. Что-то о кодексе чести протоссов, если хочешь. Хотя я не совсем уверен, так как это было давно, но я помню, что я ссылался на StarCraft 2 для этого. Почему Яра не пришел с миром? Отвращение Яра к зергам мешало ему мыслить рационально. Он знал, что праведники используют зергов в качестве экспериментов, и этот поступок не может быть проигнорирован им и его заветом. Куда телепортируется Яра после его уничтожения, плюс и до его возвращения? Может быть, личная медицинская клиника? После того, как его раны заживают, он возвращается к битве, используя варп-врата, чтобы снова сразиться с тиранами. Почему ты назвал группу протоссов Завет? Завет в основном означает соглашение.
Яра и его воины обязались или согласились, что все зерги должны быть уничтожены. Именно поэтому я назвал группу так. Что делает Яра после того, как его уничтожат и его варп-врата будут уничтожены? Яра просто возвращается на свою основную базу, куда его отзывают и лечат его от ран. Почему Яра такой сильный? Броня, щиты, урон. В РМП игрок не видел этого и не мог это использовать. Я хотел, чтобы игрок почувствовал, что он против Тора Сказергов, но в форме Протосса. Яра был разработан, чтобы быть мини-боссом, чтобы создавать угрозу игроку. Единственная причина, по которой он не был силен в РМП, заключалась в том, что ты, как игрок, управлял им. Если бы тогда он был таким же сильным, Яра закончил бы карты самостоятельно, наравне со своими воинами Протоссов, так как улучшение общее. Почему Протоссы и пираты воюют между собой? У них нет причин объединяться, видя, что пираты не на чьей стороне. Завет, возможно, хотел помощи пиратов, но пираты сначала атаковали Протоссов, поэтому союз так и не был осуществлен. Почему у праведников нет боевых крейсеров и валькирий? Даже у пиратов есть каперы. Боевые крейсеры не были доступны из-за статуса Кевина Купера в то время. Он был недавно назначен лейтенантом, поэтому у него пока нет доступа к большим кораблям. А что касается каперов, то это то, к чему праведники никогда не имели доступа. Пираты перепроектировали Валькирии ОЗД и сделали своих собственных каперов. После нескольких миссий Керриган объясняет, как праведники приобретают каперов в их организации. У пиратов был лидер, как Рейнер со своими рейдерами или как-то еще. Подразумевается, что у них есть лидер, но это не было разработано. Любая группа, включая пиратов, должна иметь лидера, чтобы по-своему добиться успеха. Почему капитан Ларис вызывает неприязнь? Это как предзнаменование, что Ларис позже станет угрозой. Командирам, возможно, не понравился Ларис, потому что Ларис – начальник. И я хотел подчеркнуть, что этот офицер более высокого ранга унижает солдат более низкого ранга. Капитан Бу имеет в виду Шароса? Я помню, что спас его. Ты совершенно прав. Эта строка диалога является ссылкой на РМП, в частности на финальную карту Протоссов. Почему пираты украли информацию об экспериментальных зергах? Или они украли, чтобы украсть? Пираты печально известны своими именами. Они действуют как пираты. Они крадут, грабят вещи других людей ради их ценности. Насколько мы знаем, они могли украсть информацию, чтобы продать ее за деньги. Какая там временная шкала, если Кинсли не знал, что эти пришельцы – Протоссы? В отличие от своих главных тиранских коллег, праведники не знают о Протоссах и зергах, поскольку Протоссы не открывали там себя тираном. История Кевина разворачивается в дальней области сектора Капрула. Почему его волнует ОЗД, если праведники очень далеко? Поскольку основная цель ОЗД состоит в том, чтобы завоевать сектор Капрулу, и эти тираны праведников проживают в том же секторе, они боятся ОЗД. Праведники не хотят никаких конфликтов с посторонним. Почему ты назвал капитана Джон Бир? Он является капитаном нескольких командиров, таких как Кинсли и Хорк. Его имя было получено на основе общего использования. Почему Ларис послал шпиона к Кинсли, и почему Бир никому не расскажет об этом? Ларис сделал это, потому что он хотел знать, собираются ли подчиненные Кинсли в конечном итоге помешать плану его хозяина. Бир играет навскидку, он не хочет принимать непосредственное участие, когда в этом нет необходимости. Почему Протоссы не убили всех гражданских в Элленвайле? И почему Протоссы захватили этот город так быстро, за 1 час? Завет – неплохая группа. Он только стремится наказать зергов и других, связанных с зергами. Они хотели сделать пример праведникам, захватив город недалеко от штаб-квартиры, в данном случае Элленвайл, за очень короткое время. Поэтому они прекратили эксперименты с зергами. Протоссы были вынуждены уничтожить военные отряды праведников в Элленвайле, поскольку они сопротивлялись. Гражданские лица остались живы, потому что они не представляли прямой угрозы для Протоссов и были невиновны. Почему Кевин не знал об экспериментальных зергах? Поскольку Кевин недавно стал лейтенантом, он не был осведомлен о более секретных вещах, которые обычно знают командиры и офицеры более высокого ранга. Почему у Кевина нет скрытности перед этой миссией, и почему его блокировка теперь стала дороже? 50 энергии до, а сейчас 100. Кевин начинает без блокировки, а затем постепенно получает ее.
а затем, наконец, получает свою способность маскировки в этой миссии, наряду с дополнительным здоровьем и уроном позже. Это должно показать игроку, что Кевин улучшается, и его модифицируют для лучшего боя, поскольку миссии становятся все сложнее и сложнее. Блокировка стоит больше энергии, потому что теперь ты можешь тренировать обычных призраков. Стоимость энергии для блокировки по умолчанию равна 100, поэтому я использую ее как таковую. Раньше ты мог использовать только блокировки Джонса и Купера, но теперь, когда ты можешь тренировать своих собственных призраков, мне пришлось сделать стоимость энергии равная 100, как и должно быть. С точки зрения рассказывания истории, Джонс смог модифицировать броню Кевина Купера, которую теперь можно скрыть. Но он не мог удержать устройство блокировки при 50 энергии. По-видимому, у тебя не может быть обоих возможностей, по словам ученого. Почему в городе есть какие-то ресурсы? Это как в StarCraft 2. Я помню, что в Wings of Liberty в некоторых миссиях были ресурсы по всей карте, поэтому я копировал это. Почему Яра сам напал на город? Он мог отправить свою армию. Яра наслаждается битвой, он воин самого крупного калибра. Почему у игрока есть улучшение больше 3? Отличие праведников от других тиранских групп в том, что они получают больше улучшений для своего вооружения. Я также сделал это, чтобы игрок мог закончить миссии быстрее, поскольку это становится все более и более трудным. Конечно, я установил лимит для определенных улучшений, потому что я не хочу, чтобы у игрока было неограниченное количество улучшений, что облегчило бы кампанию в целом. Как командир Хорк и его ученые могут контролировать экспериментальных зергов? Это в некоторой степени упоминается в третьей интерлюдии. Они использовали множество устройств или специально обученных призраков из удаленного места для управления зергами. Почему Кинсли приказал Кевину спасти экспериментальных зергов? По сюжету, это потому, что экспериментальные зерги – это дорогие активы праведников. Они не хотят, чтобы их драгоценная секретная работа была разрушена посторонними. А что касается геймплея, я хотел, чтобы игрок защищал компьютерного союзника от уничтожения, чтобы повысить их осведомленность при игре в эту кампанию. Почему зерги такие слабые? Я не хотел, чтобы зерги были слишком сильными. Я должен был заставить их выглядеть слабыми, чтобы показать, что они всего лишь эксперименты. Пока что. Почему ты сделал секретный тайник? Я сделал это, чтобы вознаградить игрока за любопытство, чтобы увидеть, почему эта область уже очищена. Почему Яра прекратил погоню за Кевином и экспериментальными зергами после этой битвы? После неоднократных неудач с Кевином Купером и его праведниками, возможно, Яра признал его боевое мастерство и решил, что Купер, как враг, не имеет значения. Яра все еще осуждает использование зергов, но в этот момент он просто хочет вернуться и отдохнуть. Почему они не пропускают их через этот вход? Это более секретный материал у праведников. Или, может быть, они делают какие-то строительные работы, кто знает. А с точки зрения дизайна, это просто предлог для игрока, чтобы пройти длинный путь по карте. Почему ты назвал героя Джимми Рейнер? Как и Керриган, его имя основано на Джимми Рейнере. Правописание было изменено, чтобы сделать его другим персонажем, хотя они произносятся одинаково. Вот почему я выбрал Кевина Купера, чтобы назвать Джимми как Джим, чтобы немного больше дифференцировать его имя. Почему ты сделал два пути? Я вдохновился одной из миссий ночных эльфов в Warcraft 3 Frozen Throne. Игрок выбирает путь, и это делает миссию трудной или более длинной для завершения. Это то, что я хотел представить хотя бы один раз в моей кампании Кевина Купера, чтобы показать разнообразие игрового процесса. Что пираты здесь делают? Похоже, у пиратов снова происходят какие-то махинации. Мы никогда не узнаем, каковы их намерения, но они используются в качестве блокировки пути с точки зрения игрового процесса. Почему Кевин получил доступ к этой базе, если они выполняют приказы только своего командира? Похоже, что размещенные там войска получили приказ от своего командующего, чтобы Кевин получил доступ к базе, или они устали от пиратов и хотели, чтобы кто-то другой взял на себя ответственность. Почему пираты не сражались с протоссами? Пираты никогда не сражались с фиолетовыми протоссами, потому что это место было заброшено. Пираты, возможно, охраняли эту область для себя, чтобы найти какие-либо инопланетные сокровища или ценности. Почему ты назвал группу протоссов «Забытые»? Эта группа протоссов была отвергнута как Халаи, протоссы Айура, так и Неразимы, протоссы Шакураса. Отсюда и название «Забытые». Как Элзар мог вызвать Кевина, если он был так далеко?
Телепатия – это форма дальней связи. Думай об этом, как кто-то входит в чужой ум и шепчет этому человеку издалека. Как эксперименты смогли сбежать? Я полагаю, что это немного объяснено. Это был доктор, вызвавший саботаж. Почему эксперименты идут в Гучутон? Осуществить свой злой поступок. Никто по-настоящему не знает, что происходит в голове злодея. Почему нейтральные существа являются экспериментами? Мне было жаль убивать их. Возможно, у организации есть и другие планы, кроме зергов, в плане будущих экспериментов. Существа могли быть биологически опасным материалом, смертельным для безоружных гражданских лиц. Отсюда и искоренение нейтральных существ. Лучше перестраховаться, чем потом пожалеть. Что это за странный эксперимент, Ривер? Его похитили приспешники Влада? Один из самых безумных экспериментов, проведенных праведниками. Как видишь, организация выглядит все более странной с каждой происходящей миссией. Этот эксперимент не имеет ничего общего с Владом и его приспешниками. Я полагаю, что этот эксперимент тоже был создан праведниками. Он выглядит опасно. Праведники не боялись, что он будет свободен. Праведники очень боялись, что и секретные эксперименты разбегутся. Вот почему они попросили командира Кинсли, которого высоко ценят в организации, остановить опасность. Кинсли также видит ценность в Кевине Купере, поэтому именно здесь Купер и решает эту задачу. Почему ты назвал героя Альфонсо Кинг? Я думаю, что его имя было создано из аниме «Стальной алхимик». Не слишком уверен. Его фамилия была получена на основе моей фамилии, но я, конечно, изменил гласность, чтобы его дифференцировать. Почему ты сделал грустную историю любви? Похоже на Ромео и Джульетту. Это была ссылка на один из роликов в оригинальном Старкрафте, когда два парня наткнулись на Зерлинга и вышли из машины. Один из парней сказал: «Я люблю тебя, сержант», прежде чем их разорвали на части. Почему Альфонсо хочет отступить? Он напуган? Они могут получить больше юнитов в городе, как сказал ему Кевин. Альфонсо не хотел брать на себя ненужный риск, потому что боялся, что миссия могла пойти в неверном направлении. Он также видел много зергов, бродящих по городу до прибытия Кевина, так что это еще одна причина, по которой он был напуган. Почему эти парни пришли сюда? Это похоже на тупик. Они могли пойти в центр города, где они были бы в безопасности. Они, точнее охранник, думали, что они будут в безопасности у баррикад. Они не могли просто свободно идти в центр города, не зная точно, сколько зергов бродит вокруг. Они решили оставаться на месте и ограничиваться, пока не придет спасение. К сожалению, баррикады не продержались достаточно долго. Что КСМ здесь делает? Какой-то пилот КСМ, должно быть, сбежал ради своей жизни и бросил КСМ. Кинг, к счастью, определяет, что им можно автоматически управлять через пульт. Почему ты решил сделать человека самоубийцу? И почему этот человек убивает себя? Я хотел показать мрачное положение города. Человек убивает себя из-за отчаяния. Возможно, он чувствовал, что не было никакой надежды на выживание от неизбежного заражения зергов. Человеческий разум действительно очень хрупок. Почему Кевин отправляет гражданского к выходу в одиночку? Он может умереть, даже если он отправится по безопасному пути. Я полагаю, что они думали, что он достаточно безопасен, потому что они очистили большую часть зергов по пути к гражданскому населению. Но ты прав, потому что там все еще опасно. Это показывает, что праведники были слишком оптимистичны или наивны в этой ситуации. Что это за промышленная улица? Что здесь делают мирные жители? Эта улица, кажется, является своего рода заводской площадкой для производственных ресурсов. Гражданские пошли туда, чтобы спрятаться от зергов, но, похоже, это не сработало. Почему Альфонсо так думал? Возможно, группы праведников достаточно для атаки. Это было главным образом для целей триггера и дизайна карты. Я не хотел, чтобы игрок проходил через это место, поэтому я разместил несколько невидимых стен, чтобы игрок не мог попасть в непредусмотренную часть карты до достижения Лувриска. Почему ты назвал героя Мартин Кастекс? Этот персонаж француз, был создан в поисках хорошего французского имени и фамилии. Почему Кастекс такой ублюдок? Я хотел изобразить очень самовлюбленного и высокомерного француза. Почему Кастекс решил пойти на запад? Они могли пойти на юго-запад, потому что это более безопасно. По словам Кастекса, самый быстрый способ выхода из города на запад. Он не доверял праведникам настолько, чтобы уйти далеко от города, который шел с юго-западного пути. В основном Кастекс заставлял нашим друзьям проблемы до конца этой миссии. Как этот воин мог заразиться?
Может быть, зерги знают, как сделать других зараженных тиранов? Водитель стервятника был заражен, как и любой другой зараженный тиран. Зараженный стервятник был просто зараженным тираном, который вводил стервятник. Зерги, естественно, любят заражать бедных тиранов. После этого никто не объявил тревогу? К сожалению, этот морпех был единственным охранником, смотрящим на вход-выход с моста. Больше никого не было, чтобы поднять тревогу. Почему эти стражники не спросили Джонсона, кто он? Он для них чужак. Это слабая система безопасности. Они предполагали, что он хороший парень, у которого есть разрешение, потому что он должен был ранее пройти морпеха-стражника. Гучутон – это сельская местность с очень слабой системой безопасности. О ком он говорит? Похоже, что морпех готов что-то получить. Может быть, фастфуд? Кто знает. Все, в чем мы уверены, это то, что морпех ждет с нетерпением. Это все реакции? Почему они не остановили этого ученого? Эта сцена изображает реакцию других людей в этом районе. Они не знают, кто этот злой ученый-призрак. Как этот морпех мог выжить? Ему повезло следовать за саботажником, а не оставаться в городе. Если бы он не последовал за доктором, он мог быть убит. Зачем Владу нужно уничтожать Гучутон? Гучутон является первым городом, где зергов можно легко распространить на другие близлежащие города из-за отсутствия безопасности сельской местности. Влад хотел, чтобы это произошло по всей планете, чтобы сдержать праведников от вмешательства. Как ты знаешь, он вначале преуспевает в этом, но заражение зергами быстро потом устраняется. Где Джонс нашел излучатели? Доктор получил их от Влада. Как Влад получил их, является загадкой, как и его характер. Почему Джонс должен отправиться в Боллар? Чтобы сделать следующий злой поступок. Это также предзнаменование того, что придет на Боллар. Позже в кампании и ее продолжении. Почему ты решил сделать концепцию миссии «Прятки»? Эта карта была основана на режиме ЮМС под названием «Поиск Уолда» или что-то подобное. Геймплей во многом похож, когда плохой парень того же цвета, что и хороший, движется по карте. Ты также можешь использовать телепортацию, которая была другой концепцией этой карты ЮМС. Я сделал это, чтобы предложить множество игр, которые можно найти в кампании. Это делает кампанию другой и уникальной, на мой взгляд. Почему Купер сразу не убил Джонса, если он будет казнен в любом случае? Купер просто выполняет приказы своего начальства. Почему Кинсли изменил приказ для Купера? Он мог сделать это сам. Я думаю, начальство определило судьбу доктора Джонса. Я хотел показать отношение Кевина к его обязанностям, когда приказы резко меняются, и он должен выполнять свои местные обязанности. Почему сержант не отправил солдат в пещеру для поиска своего народа? Он послал Купера. Сержант знает возможности Купера и хотел узнать, сможет ли он и его парни найти людей, сержанта, и ответы на то, что происходило за пределами пещеры. Почему Купер не говорит о Протоссах? Я полагаю, что он был вынужден молчать и не усложнять ситуацию. Он идет, чтобы в первую очередь увидеть, почему Протоссы были здесь. Если бы он сказал сержанту, эта миссия претерпела бы радикальные изменения. Почему ты решил сделать этот дополнительный квест? Идея компании должна быть уникальной. Я добавил небольшой дополнительный квест, чтобы эта конкретная миссия была веселее. Это также проверяет игрока на то, чтобы обойти карту и исследовать ее. И ты получишь хорошую награду, если будешь делать это вместо того, чтобы просто сидеть на своей базе. Почему Кевин получил доступ к командному центру после того, как получил пилота КСМ, а не раньше? Только КСМ имеет доступ к командному центру в зоне действия этой миссии. Это место кажется далеко от того места, где Кевин обычно работает на этой планете. Здесь был сержант в начале миссии, но где он сейчас? Должно быть, он ушел, чтобы выполнять свои другие обязанности. В любом случае, это не так уж и важно. Для меня более удобная сюжетная дыра, чтобы не добавлять лишних строк диалога с сержантом и Кевином. Почему герои одни ушли на гору? Они чувствовали необходимость сделать это как лидеры своей фракции, и потому что я хотел сосредоточиться на конкретном игровом процессе, включающем интенсивный микро. Почему Кевин не проверил костюм перед битвой, чтобы избежать этой ситуации? Он предположил, что его костюм всегда функционален, но это опять-таки сюжетное устройство, которое не позволяет игроку использовать скрытность для мини-микро-битвы на горе. Почему Кевин отправляется именно на планету Магна, а не на другую планету? Это была самая близкая планета в их Солнечной системе, которая богата полезными ископаемыми. Кто такие шарлиты?
Они жители Магны. На карте есть несколько декораций мертвых синих инопланетных организмов. Я предположил, что они шарлиты. Какова была роль Яра на Айвере? Я бы сказал, что это зависит от игрока. А что касается меня, я бы считал Яра нахальным воином из королевской стражи с фанатичным учением. Почему ты создал лошадиный голос, когда сюда пришли каперы? Я понятия не имею. Прошло довольно много времени с тех пор, как я сделал Кевина, поэтому я не помню ничего из того, что менее важно. Почему Кевин должен встретиться с Элзаром, прежде чем он добудет 3000 минералов? Никакой реальной причины, я просто поставил ограничение по времени, если вы желаешь, но в форме добычи минералов. Это дает игроку возможность решить, хочет ли он встретиться с Элзаром или продолжить добычу минералов. Что зерги пытались найти на планете? Это не должно быть ясно в данный момент, но продолжая играть, ты постепенно обнаружишь, что они, возможно, искали кристалл Зенокс для Влада. В этот момент, где был Алкой? Это то, о чем на самом деле я не думал. Мы все еще можем сделать вывод, что Алкой был в пределах Солнечной системы, где проходит кампания Кевина. Мы знаем наверняка одну вещь об Алкое. Он был не в порядке. Почему Кевин идет в Лувриск через зараженные города? Он мог лететь сразу в Лувриск, не правда ли? Это объясняется командиром Кинсли в брифинге миссии. Есть много экспериментальных зергов, летающих вокруг этой области, поэтому использование полета самоубийственно. Гучутон – первый город, соединяющийся с другими городами, которые могут привести к Гаулану Лувриска. Как он узнал это? Они действуют как шпионы и изображают из себя обычных юнитов – стервятник, морпех, призрак, транспорт, поэтому вполне разумно, чтобы у них был более легкий доступ или подслушивание того, что делают праведники. Почему Альф хочет оставить его? Однако Керри хочет спасти его. Альф не очень оптимистичен, он просто хочет сделать работу. Их первоначальная цель не связана со спасением мирных жителей. Сколько людей было в городе, если они не могли защитить город от зергов? Не так много, так как это был просто отдаленный город. Более того, зерги одолели их числом. Может быть, ты можешь думать, что в каждом городе около 100 человек или что-то вроде того. Некоторые люди могли бежать в другие близлежащие города, еще больше сократив количество людей в Гучитоне, когда эксперименты изначально вышли из-под контроля. Почему экспериментальные зерги могут использовать выводков после разрушения их зданий? Это похоже на StarCraft 2. Когда я делал эту карту, я думал о второй части, поэтому хотел, чтобы выводки выскакивали из разрушенных зданий зергов, как в StarCraft 2. Почему именно Кевин должен найти это загадочное существо? Кто знает, это существо совершенно из другого измерения. Возможно, он хотел, чтобы Кевин освободил его, что показано позже в бонусных картах. Что ты можешь сказать о городе Баб? Это один из самых больших городов. Заражение становится гораздо хуже, когда ты продвигаешься по этому городу. Есть два способа добраться до следующего города. Почему я не мог оставить этот зараженный командный центр? На самом деле ты бы мог избежать этого, если бы захотел. Кевин предложил, использовал слово «не должен» уничтожить командный центр, потому что он не хотел, чтобы заражение распространялось более смертоносно. Я видел отдельные группы раньше, и я увижу еще их позже. Сколько солдат было отправлено в города для спасения людей и уничтожения экспериментальных зергов? Учитывая, сколько командиров праведников было задействовано в этой операции, предполагается, что они послали много солдат, как ты видишь, когда отправляешься в другие города, чтобы спасти горожан. Проблема заключалась в том, что заражение зергов и количество зергов и зараженных тиранов было слишком большим, чтобы справиться с рядовыми солдатами праведников. К счастью, Упер, Ган и Кинг, и даже Рейнер позже, дислоцировались как раз вовремя, чтобы спасти людей, даже если это не было их главной целью. Их главная миссия состояла в том, чтобы встретиться с Лувриском. Что такое 4 таинственных дара? Это 4 декорации, расположенные вокруг 2 научных лабораторий. Происхождение их размещения остается загадкой даже до сегодняшнего дня. Почему город Зивон не смог защитить себя с помощью осадных танков от экспериментальных зергов? Жители Зивона были просто не готовы к количеству экспериментов, устремленных в их город. Даже если бы они заранее знали, что на них нападут, их осадных танков просто бы не хватило, чтобы полностью держать неукротимых зергов. Почему здесь подземная колония? Экспериментальные зерги могут плавать? Это должно показать, что заражение в этом городе настолько ужасно, что слизь зергов влияет даже на воду.
Почему этот танк взорвался? Утечка масла? Кто знает. Картограф, вероятно, не хотел, чтобы у игрока были все танки в наличии. Почему эти владыки убивают себя как зараженные тираны? Технически я обозначил эти взрывы владыки как какие-то странные взрывы. На самом деле их называют взрыв споры, если мне не изменяет память. В основном это случайные взрывы, вызванные воздушными единицами зергов. Эта часть карты является отсылкой к ЮМС, где ты сталкиваешься с различными взрывами и должен избегать их, чтобы перейти к следующему пункту назначения. Что это за безумие? Ближайшие города находятся в руинах, а эти люди готовы продавать свои услуги за деньги? Им плевать на других? У тебя всегда есть злые или смелые люди, которые получают прибыль даже в трудные времена. Это один пример, показанный здесь в этой миссии. Я также основал эту часть из StarCraft 2, где ты можешь нанять наемников в компании Wings of Liberty. Почему все ультралиски выходят из пещеры так быстро? И почему ультралиски не рождаются из личинок? Они особые зерги? Эти ультралиски вышли из своей пещеры. Они уже были созданы, но жили в пещере, пока игрок не спровоцировал их. Ультралиски не являются особыми зергами. Что ты можешь сказать об этом безымянном городе? Я хотел отличить этот город от других, чтобы придать ему таинственную атмосферу. Это может быть намек на то, что где-то поблизости есть секрет. Так как этот город также довольно далеко от других первоначальных городов, заражение не такое сильное. Почему ты решил сделать бонусную историю? Я хотел, чтобы моя первая официальная кампания была особенной, поэтому я хотел добавить несколько причудливых бонусов, которые могут помочь тебе в последней миссии, и проверить мои возможности создания триггеров. Почему таинственная сущность не сказала Кевину раньше, куда идти? Таинственная сущность не сказала Кевину до 15-й миссии, потому что Кевин не был достаточно близко, чтобы сущность могла с ним общаться. В этой миссии Кевин находит странный вход, который позволяет сущности заманить Кевина и воззвать к нему. Как экспериментальные зерги могли проникнуть туда? Возможно, они уже были там до прихода тиранов. Или они очень медленно прокладывали туннель до этого самого места, как тараканы StarCraft 2. Куда они пойдут после этого города? Они будут отправлены в безопасное место благодаря хорошим людям из Лерхи. Этот город предназначен для тех, кто выжил, а беженцы перебираются в незараженные города. Почему охранник дал им очень тяжелые условия для входа? Он думал, что они умрут, или он не хотел их пропускать? Охраннику Лувриска было приказано никого не впускать, опасаясь зараженных тиранов, маскирующихся под нормальных гражданских лиц. У них также была проблема заражения около их города, так что это было для них плюсом, если люди, которых они впустили, могли выполнять свою работу, избавившись от зараженного командного центра. Или охранник был мудаком. Или у него были проблемы с доверием с новыми людьми, пытающимися войти в город. Почему Лувриск не разрушил этот форпост? Они не хотели рисковать, теряя своих людей. Они также не видели в этом зараженном форпосте угрозу, поэтому никаких действий предпринято не было. Если бы здесь ничего не было, что бы сделал Кевин? Кевин будет продолжать разговаривать с охранником до тех пор, пока охранник не уступит и не впустит их. Если охранник будет все еще упрям, Кевин, вероятно, свяжется со своими руководителями, чтобы передать важнейшую задачу высшим должностным лицам Лувриска. Почему только 5 человек могут войти? Я выбрал 5 человек, всех 4 героев и игрока, чтобы ты почувствовал себя частью банды. Может быть, охранник следовал приказам впустить сразу только ограниченное количество людей. Я потерял контроль над своей армией. Что будет с ними дальше? Если ты используешь чит зрения, они уничтожаются экспериментами, потому что я сделал так, что если Кевин и банда доберутся до торговых мастеров, то оставшиеся эксперименты на карте нападут на город Лувриск. Почему модифицированные огнеметчики стоят 10 тысяч минералов? Цена модифицированной модели огнеметчика была на уровне 10 тысяч минералов. Праведники хотели купить модель модифицированного огнеметчика Инферно. Фактическая стоимость изготовления одного Инферно составляет 75 минералов и 50 газа. Почему Кастекс сказал, что огнеметчики стоят 12 тысяч минералов? Кастекс пытался заработать дополнительные деньги или обмануть наших героев, но его подправил другой мастер торговли. Кастекс – придурок, как ты уже узнал несколько миссий назад. Почему таинственная сущность находится в Демроне? Предполагается, что это загадка, почему это существо другого измерения находится в мире Доминиона. Мы не получаем никакого ответа относительно того, почему он там, поэтому он предназначен для игрока и Кевина, чтобы задаваться этим вопросом.
Что будет, если другие найдут загадочную сущность? Остальные просто подумают, что это уникальный кристалл, потому что таинственное существо разговаривало только с Кевином Купером. В худшем случае он будет храниться где-то или перемещаться в другие места. Почему он не спрятался от других, чтобы никто его не нашел, кроме Кевина? Когда он вошел в текущее измерение, которое мы знаем, где и происходит StarCraft, он превратился в кристалл. Можно предположить, что он стал кристаллом, возможно, давным-давно, и кто-то мог поместить его на Демроне, или он оказался созданным кристаллом на Демроне, как только он вошел в наше измерение. Я понимаю, что Доминион сказал Кевину убраться из Демрона, но почему командующий ОЗД сказал то же самое, если это не планета ОЗД? ОЗД это разведчики, а Кевин просто ищет, а не атакует другие группы. Капитан Банк из ОЗД не хотел, чтобы какие-то незнакомые группы вмешивались в их задачу. Насколько они знают, праведники могут саботировать операцию ОЗД или могут быть шпионами для Доминиона. Поскольку ОЗД не из сектора Капрулу, они не могут так легко доверять кому-либо. Это причина, по которой Банк попросил Купера уйти. Почему ты назвал героя специальными символами? Имя этого персонажа основано на специальных символах, отображаемых на английской клавиатуре, где присутствуют цифры от единицы до нуля. Первоначально предполагалось, что это Зелнага, но я отказался от этой идеи и представил его как еще более характерного персонажа, выходящего за пределы нашего смертного воображения. Следовательно, имя не произносится. Почему я должен убить всех, прежде чем я приду к этой сущности? Почему я тайно не могу прийти к сущности? Ты не можешь пройти спидраном эту миссию. Кроме того, сущность не хотела, чтобы кто-то вмешивался в прибытие Кевина, поэтому он хотел убедиться, что все мертвы до важной встречи. Если это была ошибка в расчете, то куда бы ушла сущность? Она отправится в свое правильное пространственное измерение, где она будет правильно проявляться в своей истинной форме. Сущность – это существо, которое никогда не может быть понято смертными этого плана, вселенной StarCraft. Что сказала сущность? Почему она говорит загадками? Это восприятие времени, которое мы не можем понять. То, что хотела сказать сущность, было заблокировано или ограничено текущей вселенной. Они. Кто они? Они являются хранителями текущего измерения, поэтому они являются единственными существами, способными напрямую общаться с таинственной сущностью. Для нас это существа, которых мы не должны знать. Почему они похожи на протоссов? Техническая причина. Я не занимался модом, поэтому мне пришлось использовать несколько юнитов, и я чувствовал, что использование героев протоссов больше соответствовало таинственной ауре, чем использование юнитов зергов. Кроме того, я уже использовал юнитов зергов в 15-й миссии. Сюжетная причина. Купер только что предположил, что высокоинтеллектуальные существа были протоссами, потому что он не очень хорошо разбирался в этих пришельцах. Тем не менее, сущность быстро опровергает предположение Купера, поскольку они совершенно разные существа. Почему они пытались убить меня? Они могли бы сказать, что мы должны убраться отсюда. С тех пор, как праведники нарушили границы по незнанию, то сущности могли сказать им уйти, но они знали, что таинственная сущность был с ней, поэтому они без колебаний напали на них. Как их зовут? Я действительно не хотел давать этим таинственным вопросам имена, чтобы держать игрока в любопытстве. Тебе решать, кем они могут быть, но лучше всего оставить их неизвестными. Почему у них нет щитов, но есть улучшения? И почему улучшение 42 уровня? Поскольку они не протоссы, я не хотел давать им щиты. Поскольку эта пользовательская компания не модифицирована, она по-прежнему будет отображать очки щитов как 0,0. Так как я знал, что это произойдет, я решил поставить туда число, которое будет отображаться, но не давать щиты тем, у кого их нет. Это число 42. 42 – это ответ на главный вопрос жизни, вселенной и всего Дугласа Адамса в «Автостопом по галактике». Это один из вариантов, который ты можешь выбрать в финальной миссии Кевина. Небольшая связь. Был конфликт между ними. Кроме того, я не понял этого стража. Так кто прав? Тебе решать, кто прав, а кто нет. Насколько нам известно, сущность, которую держит КСМ Купера, может быть плохим парнем, а возможно нет. Страж просто делает свою работу. Почему они забудут об этом дне? И как они будут оправдывать свое путешествие, если они его не вспомнят? Они забудут о событиях, как если бы они никогда не ходили на бонусные миссии. Пример. Они запомнят события из миссии 15 прямо в миссию 16. У них никогда не будет воспоминаний о том, чтобы отправиться на далекую планету в пространстве Доминиона. Что касается людей,
убитых в бою во время бонусной миссии, они просто не всплывут в воспоминаниях пострадавших людей, как будто бы их никогда и не существовало. Почему ты сделал фразу FO0? Поскольку мое имя игры Damn UFO Zero, я использовал последние 3 символа как дань уважения. Почему именно Купер должен ехать в Бэнкс? На данный момент не было никого, кто мог бы это сделать? Совершенно верно. Другие уже могут быть в других дезинфицирующих областях континента. Кроме того, поскольку Бэнкс уже ничем не помочь, Кинсли хотел, чтобы его лучшие подчиненные взяли за эту трудную миссию, прежде чем стать капитаном. Кинсли мог положиться на Купера, который справится с этой задачей. Кто она такая для Рейнера? Это маленькая отсылка на Джима Рейнера и Керриган, когда она была заражена. Джим и эта странная персона, казалось, знали друг друга, но, к сожалению, они не достигают концовки Рейнера и Керриган, как показано в StarCraft 2 Legacy of the Void. Почему Рейнольдс прислал мне только 3 транспорта? Я мог потерять их. Ну, с точки зрения игрового процесса, я хотел, чтобы игрок был осторожен в этой миссии до самого конца, потому что основной геймплей этой карты была битва на истощение. Имея ограниченное количество доступного транспорта, это заставит игрока продолжить игру, не будучи безрассудным. С точки зрения истории, это может быть потому, что у них не было достаточно транспорта в резерве, из-за того, что другие места были заражены и требовали транспорт. Как долго они были друзьями? Долгое время. Может быть, с тех пор, как они были в расцвете лет. Почему его жена хочет этого? Может быть, жена подозревает, что организация не очень хорошая, в конце концов. Женская интуиция. Почему колония слизи вышла из-под контроля? Колония слизи, дрон, должно быть, не находилась под полным контролем тиранов или совершила ошибку. В любом случае, это была не самая хорошая ситуация для несчастного эксперимента. Почему он сказал это имя? И почему никто не обратил на это внимание? В то время единственная причина, по которой я указал, это намекнуть игроку, что его имя играет значительную роль как истинного врага. По сюжету эти зерги, даже зараженные, должны следовать воле Влада и эксперимента 001, отсылка к финальной миссии зергов RMP. Как Ларис узнал о сотрудничестве Паффингтона и Талдарима, и как долго Паффингтон работает с Талдаримом? Он склонен к тому, чтобы его приспешники выполняли за него шпионскую работу, о чем свидетельствуют его верные слуги, возможно, из-за его высокого ранга в организации. Что касается твоего второго вопроса, то это решать игроку. Когда я делал кампанию, многие вещи, о которых ты спрашиваешь, не были сильно продуманы. Я просто сделал это, чтобы это привело к продолжению в надвигающейся гибели. Как долго Элзар наблюдал за праведниками и почему Элзар не вмешивается в дела? В течение достаточного долгого времени, возможно, с первых лет со дня основания праведников. Элзар, как и любой другой протосс, не вмешивается в дела других существ, если это не является абсолютно необходимым. Вот почему они, в данном случае Элзар, просто наблюдали на расстоянии, пока не пришло время ему открыться. Что они хотели сказать о зергах, и почему они не скажут своему командиру? То, что экспериментальные зерги на самом деле не эксперименты, а лишь притворяются, что ими управляют праведники. Поскольку у Купера отношения между подчиненными и начальством с Кинсли лучше, чем с Рейнольдсом, он думает, что Кинсли мог бы выслушать рассказ Купера об истинном намерении зергов. Откуда предатели узнали местонахождение Кевина и почему они отправили ровно 6 боевых крейсеров? Враги, возможно, получили информацию изнутри. На данный момент ты не знаешь, кто мог предать праведников, поэтому предатели могли получить информацию внутри организации, изображая себя солдатами праведников. Или предатели могли заранее их разыскать. Что касается боевых крейсеров, я поставил 6 крейсеров так, чтобы игрок мог использовать Кевина Купера и 2 тиранских призраков, чтобы заблокировать их всех. Зачем ему их убивать? Они просто ученые, гражданские лица, а не солдаты. Это негуманно. Так же, как в миссии прятки, ученых нужно убивать, если они не важны, как Джонс. И даже тогда он будет казнен позже. Это говорит о том, что праведники не такие уж и праведные. Зачем они здесь? Они там для эстетической цели. КСМ не используется. Как зерги могут видеть войска Купера? Они детекторы? Эксперименты были модифицированы, чтобы увидеть скрытых юнитов. По сути, детекторы. Тираны никогда не прекратят испытания. Куда он ведет? И почему все умирают, когда стоят на нем? По сути, они обречены на гибель, когда эта штука открывается. Можно предположить, что комплекс, в котором они находятся,
на большой высоте. Кто включил программу самоуничтожения? Отчаяние предателей должно быть заставило их не оставлять следов от лабораторий. К счастью, наши герои вовремя выбрались оттуда живыми. Почему они хотели убить именно Кинсли? В организации есть и другие командиры. На самом деле я планировал подробнее рассказать об этом позже, но как-то пропустил это. Можно просто сказать, что Кинсли был одним из наиболее важных людей в организации, и Влад посчитал, что он в будущем станет помехой для его планов. Почему он рассказал Кинсли обо всех своих планах? Он мог помочь ему и позже убить, когда Кинсли не будет готов к этому. Это для дальнейшего развития сюжета, и у Кинсли есть сюжетная броня. Майор Паффингтон не такой уж и плохой человек. Может быть, он в чем-то восхищался Кинсли или рассказывал Кинсли о своих планах, чтобы он мог каким-то образом получить помощь и выбраться из того беспорядка, с которым он связался, как показано в надвигающейся гибели. Все герои прибыли сюда, и теперь у меня больше шансов проиграть. Кроме того, к этому времени у меня уже есть большая армия, поэтому они сейчас бесполезны. Так почему они пришли сюда без армии? Чтобы сделать твою жизнь хуже? Все знают, что в пользовательской кампании первого Старкрафта получаешь больше героев, больше обязательств, больше шансов проиграть. Это забавный игровой дизайн, который я задумал. Хорошо, что ты указал на это. Почему у Стригвира не было усиленных зергов? Охотник-убийца, пожиратель, так же, как у экспериментальных зергов. Я хотел различить зеленых и синих зергов. Зеленые зерги, так как они экспериментальные, имеют более сильных юнитов, в то время как синие зерги, контролируемые Церебралом, более стратегичны при нападении. Почему ты решил добавить мистера Поттера? Тут это мальчик, который не выжил. Это просто пасхальное яйцо для людей, которые обращают внимание. Я думаю, в то время, когда я делал эту карту, я почему-то думал о Гарри Поттере. Сколько людей было там до нападения? Предполагается, что в этом районе было достаточно людей, но их количество уменьшилось, когда экспериментальные зерги начали сеять хаос. Большинство из них были либо убиты, либо бежали в разные части планеты. Почему КСМ не может построить инженерный цех? Должно быть, я сделал это намеренно, чтобы не дать игроку улучшаться и строить ракетные башни. Я не могу вспомнить почему. Это должно быть из-за дизайна геймплея. Что касается истории, ты можешь сказать, что у КСМ в этом регионе нет строительного кода для инженерного цеха. Почему игрок может управлять только Панербаумом? Я вроде хотел, чтобы этот геймплей был похож на доту для этого сегмента миссии. Следовательно, ты контролируешь только одного героя в битве против искусственного интеллекта. Почему экспериментальные зерги могут создавать летающих юнитов через шпиль величия? У них были воздушные отряды, расположенные на шпиле, и, возможно, личинки на вершине этого шпиля. Численность, возможно, была ошеломляющей. Почему экспериментальные зерги перестали их атаковать? После отправки первоначальных волн атаки, экспериментальные зерги снова атакуют после перегруппировки. Должно быть, это прямой приказ Влада или Стригвира. Почему ты удалил медиков после этого сообщения? Они продолжали непреднамеренно перемещаться, так что это была проблема игры, а не истории или сюжета. Это также должно поддерживать компьютерных юнитов на низком ХП, если они ранены. Почему герои пошли к ученым? Это слишком опасно, они могли умереть. Не зря их называют героями. Что такое пси-машины и пси-контролеры? Пси-машины и пси-контролеры кратко упоминались на протяжении всей кампании, в основном в третьей интерлюдии. Связаны ли они с пси-излучателями и пси-аннулятором? Они чем-то похожи на пси-излучатели и пси-аннулятор в том, что они оба влияют на контроль зергов. Кто создал пси-машины и пси-контролер? Праведники создали эти машины и контролеры, чтобы лучше контролировать зергов, эксперименты, а не делать это традиционным способом, используя призраков. Почему пси-машины и пси-контролер больше не работают? Подразумевается, что пси-машины и пси-контролеры никогда не работали, потому что эксперименты выдавали себя за эксперименты, но на самом деле они находились под контролем Влада и, возможно, Стригвира. Сколько было секретных экспериментов и где они? Секретные эксперименты могли быть повсюду на этой планете, но герои были сосредоточены на том, чтобы убить экспериментального ультралиска в Джангу. Предполагается, что остальных секретных экспериментов постигла та же участь, что и Субъект-32, но это остается на усмотрение игрока. Почему Ультралиск может говорить? Ультралист на самом деле не говорит, он общается телепатически с тиранами, прямо как протосы, церебралы и сверхразум зергов. Как это возможно? Это один из тех усовершенствованных экспериментов. Почему Ультралиск не убил героев, когда Кевин был без сознания?
Возможно, бессознательное состояние Кевина было вызвано экспериментальным ультралиском. Или, возможно, он хотел бросить вызов Кевину и убить его, когда тот придет в сознание. Почему ультралиск может видеть невидимых юнитов? Ультралиск – это детектор, он усовершенствован. Вспомни зеленых зергов 18 миссии. Почему ультралиск временами взрывал владык? Взрывы на самом деле не владыки, это просто взрывы, называемые споровым взрывом. Это также было замечено в 15 миссии. Королевы также являются споровыми снарядами, а не настоящими королевами. Ультралиск использовал эти ловушки, чтобы убить наших 4 героев, но безрезультатно. Кто этот человек? Знает ли игрок его к этому моменту в игре? Нет. Я должен был упомянуть об этом в надвигающейся гибели, но потом я перенес его обратно в сиквел, который сосредоточится на Владе и его зергах. Но, конечно же, на данный момент у меня нет идей на продолжение надвигающейся гибели, поэтому пока отвечу на твой вопрос. Нет, игрок находится в неведении. Почему странник возвращается к Куперу только сейчас, а не раньше? Я хотел, чтобы это было наградой для игрока, если он завершил бонусные карты. Странное существо должно быть тем, что ты сказал. Странным. Насколько мы знаем, он все время наблюдал за Кевином Купером и решил помочь ему, когда Куперу потребовалось как можно больше помощи, которая, конечно, поможет тебе пройти последнюю миссию. Почему странник помогает Куперу? Потому что Кевин Купер помог этому таинственному страннику на карте бонус 2. Даже если ты, как игрок, на самом деле не играл на этой карте, это событие все же произошло. Просто Кевин потерял свою память, как будто этого никогда не происходило после завершения бонусных карт. Почему Кевин стал совершенным только на один день, а не на 2 дня или навсегда? Мы не должны знать ответ на вопрос, почему странная сущность дала Куперу силу на такое ограниченное время. Это за пределами нашего человеческого понимания. В некотором смысле это способ сказать, что Купер непобедим в этой конкретной миссии. У него 0 из 1 очков здоровья. Как он не умер? Есть 2 способа сделать юнита непобедимым в первом Старкрафте. Первое – установить статус непобедимым. Или, второе, установить здоровье на 16 миллионов 777 тысяч 216. Конечно, эти непобедимые юниты могут умереть, даже если они находятся внутри транспорта, а этот транспорт уничтожается или контролируется разумом темного архонта. У него есть панцирь зергов. Теперь он зерг или гибрид? Если бы я модифицировал компанию, я бы, вероятно, сделал его броню отличной от панциря зергов. Я просто использовал ее из-за модели зараженного Дюрана. Поэтому ответ на твой вопрос – нет, он не зерг или гибрид, а скорее вознесенное существо. Почему его броня 21? 21 должно быть ссылка на мой возраст, когда я впервые начал делать эту карту, а это было примерно в 2015 или 2016 году. Когда я увидел его новое имя, я подумал о компании Вознесения Дюрана. Почему именно так ты назвал его? Вознесение на английском языке обычно означает подъем или повышение. Это означает, что Кевин Купер становится выше статуса тирана, больше не обычный смертный. Я действительно не думал о компании Вознесения Дюрана, когда я назвал его. Что здесь делают пираты, если я убил их всех до первой интерлюдии? Они могли быть рассеяны, а потом объединились, чтобы отомстить праведникам. Или они, возможно, всегда существовали на этой планете и делали свои дела. На самом деле это не объясняет, почему они в этой миссии, но я хотел включить пиратов в финальную миссию, потому что они были запоминающимися во время первых нескольких миссий кампании. Что будет, если зерги уничтожат генератор? Ты проиграешь. Цель этого генератора состояла в том, чтобы сохранить безопасность планеты, я полагаю. Это была одна из тех миссий, где ты должен защитить здание от разрушения. Что здесь делает Стригвир? Он подверг себя смертельной опасности. Как и у всех плохих персонажей в фильме или книге, их гибель должна быть установлена в какой-то момент. Эта миссия была предназначена именно для этого – смерть Стригвира. С точки зрения сюжета, возможно, ему нужно было высадиться на этой планете, чтобы должным образом сохранить контроль над его зергами. Почему высшие тамплиеры не могут создавать иллюзий? Должно быть, я сделал это, чтобы игрок не мог создавать массовые галлюцинации боевых крейсеров или арбитров. Почему Элзар отправил Куперу маленькую армию? Я чувствовал, что количество протоссов, которые я дал игроку, было достаточно для небольшой помощи. Я не хотел переборщить с тем, чтобы дать слишком много юнитов протоссов, поскольку эта кампания ориентирована на тиранов. Были ли Забытые и Завет врагами друг другу? Забытые и Завет никогда не были союзниками или врагами. У них просто есть свои планы, хотя ты увидишь, что в надвигающейся гибели они заключат союз. Почему Яра не помог Куперу и праведникам против Стригвира, предателей или пиратов? У
Яра не было никаких причин, или он не знал о конфликте, который произошел на Артуре-2, планете, где происходило сражение в миссиях 20 и 21. Кроме того, праведники не чувствовали бы себя комфортно, если Завет вступил бы в бой, поскольку они оба убивали друг друга на ранних этапах кампании. Если Зенокс – запрещенная тема, то кто раскрыл секрет ее существования? Ал Мунден в Random Mission Project. Это первый персонаж, который раскрыл Зенокс Зингару. Кто-нибудь пытался найти Зенокса раньше, чем Влад и Алкой? Вопрос оставлен на усмотрение игрока. Предполагается, что Ал Мунден пытался найти его, и он успешно сделал это. Куда отправились Кевин, Яро и Элзар после этой встречи? Они отправились разными путями, которые продолжатся в надвигающейся гибели. Праведники говорили, что хотели найти другие группы и напасть на них, например, Доминион, но Влад замедлил их. Я думаю, что если праведники найдут другую группу, они могут начать войну, и им не будет дела до Зенокса. Почему Влад замедлил их? Влад боялся, что праведники привлекут главных парней из оригинальной истории Blizzard, то есть Доминион и ОЗД, и они придут за праведники и разрушат цели Влада. Вот почему он мешает праведникам совать нос в другие конфликты, чтобы все было легко и проще было наблюдать. Новый Церебрал появится в будущем? Да, я зарезервировал еще одного Церебрала, который появится в продолжении надвигающейся гибели. Они просто ушли. Это телепортация или что-то еще? Это голограмма, там был только Влад. Куда они пойдут? Они идут выполнять приказы своего господина. Ты найдешь большинство из них в надвигающейся гибели. Это были все вопросы, которые мне удалось составить. Спасибо за помощь, это было круто. Я был рад помочь. Кажется, пора заканчивать. Что думаешь? Да, ты прав. Пришла пора. Пока и удачи. Еще увидимся. Удачи. Думаешь, мы успеем найти Зенокс до того, как они закончат? Не волнуйся, они будут позади, как и праведники. Не забывай, что они смогли нарушить наши планы, так что эти двое парней могут сделать то же самое. Посмотрим. Конец третьей части. Спасибо за внимание и до свидания, друзья.